Встреча с Бодхисаттвой в пространстве безвременья. В те дни мой все еще случавшийся короткий сон превратился в нечто иное, состояние полного присутствия в альтернативной реальности. Во время одного из таких погружений произошла встреча, изменившая мое понимание практики. Он представился как Бодхисаттва, и его появление было наполнено особой значимостью. Я ждал возможности передать истинное понимание практики наблюдения точки, сказал он, излучая спокойную мудрость тысячелетий. Люди используют ее, но не понимают ее истинной сути. Он назвал сдвиг во второе внимание переходом в лучезарное состояние безграничного восприятия. По его словам, правильное применение практики приводит к парадоксальному эффекту. Безупречная осознанность разбивается, но концентрация достигает невероятных высот. «Это не путь к пробуждению», — пояснил он. «Это инструмент для достижения сверхконцентрации, который станет бесценным, когда твое восприятие начнет смещаться в лучезарное состояние». Когда человек погружается в лучезарное состояние безграничного восприятия, он становится сотворцом реальности. Это похоже на вход в многомерный театр, где каждая сущность ставит свой спектакль. Именно здесь критически важна сверхконцентрация. Она позволяет оставаться режиссером, а не марионеткой в чужой постановке. Ты создаешь свои игрушки, осознавая их иллюзорную природу, оставаясь игроком, а не персонажем. В высших измерениях развлечения не исчезают, они трансформируются. Даже в едином океане сознания, пока существуют формы, существует и игра света и тьмы. Но там это воспринимается иначе, без боли, с полной свободой выбора. Концентрация нужна именно для того, чтобы не потерять себя, не раствориться в мороке, будь то в 3D или в других измерениях. Те, кто входит в измененные состояния несанкционированно через наркотики, становятся уязвимыми. Без личной силы, заработанной практикой, их сознание легко программируется. Подобное происходит и с ченнелерами. Не набрав собственной силы для проведения мощных знаний, они способны передать лишь крупицы информации, часто искажая ее. Их сознание просто не готово проводить столь высокие частоты, даже если доступ к ним открыт искусственно, например, через психоактивные вещества. В высших измерениях есть свои шутники, передающие искаженную информацию в своих интересах. Когда сознание входит в измененное состояние без достаточной подготовки, силы и концентрации, будь то через наркотические вещества или иные искусственные методы, возникает серьезная проблема интерпретации увиденного. Восприятие становится подобным кривому зеркалу. Реальные образы и сигналы искажаются до неузнаваемости. Человек может увидеть бабочку, но его неподготовленное сознание интерпретирует ее как слона. Это происходит потому, что способность к точному считыванию информации напрямую зависит от уровня накопленной энергии, развитой концентрации и готовности сознания воспринимать более тонкие планы бытия. Без этих базовых составляющих любое видение становится подобным отражению в разбитом зеркале, фрагментарным и искаженным, что приводит к ложным интерпретациям и выводам. Именно поэтому сейчас появилось такое множество практиков и теоретиков, транслирующих различные истины. Но вместо того, чтобы направлять человека внутрь, к собственной сути, они уводят сознание в иллюзорные миры ченнелинга, псевдопрактик и теорий. Впрочем, это тоже часть божественной игры. Через множественные наступания на грабли человек учится развлечению. Это важный инструмент системы, побуждающий в конечном итоге к развитию истинной концентрации, развлечению реального и управлению иллюзорным. Не думай, что высшее измерение – это только свет и любовь.
Там тьма и свет достигли невероятного развития, но нет оценочности «хорошо», «плохо». Каждый ангел обладает развитым эго, не в смысле земной гордыни, а в смысле абсолютного знания себя. Как истинно богатому не нужно доказывать свое богатство, так и существам высших планов не нужно ничего демонстрировать, они просто есть. Твоя задача – развить свое эго до максимальных пределов, пока оно не станет настолько обширным, что автоматически нейтрализуется. Убирай все границы, учи этому других. Самоограничения допустимы только как практика для обнаружения и управления своими программами. Тело – это категория ума, и ты должна управлять им через разум, а не наоборот. Когда ты убираешь все ограничения, включая материальные и финансовые, когда ты осознаешь себя богиней, твое эго расширяется до таких масштабов, что растворяется само собой. Не верь тем, кто проповедует ограничения. Живи с большим сердцем, в полной свободе, с максимальной концентрацией. Тебя будут убеждать в твоей недостойности, но твоя задача – выйти за пределы этих программ, понимая, что все ограничения, транслируемые через других людей, это лишь отражение твоих собственных программ. Наблюдение точки поможет тебе в повышении твоей концентрации, которая, в свою очередь, тебе очень даже пригодится в скором будущем.